Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка, благодарю вас за эти добрые слова и за то, что вы, находясь не так уж продолжительно на Минской кафедре, уже многое успели сделать, и сердце мое, сердце патриарха радуется тому, что церковная жизнь на этих замечательных просторах, церковная жизнь, которая объемлет трудолюбивый и мужественный народ Белоруссии, не стоит на месте. Вот когда что-то не стоит на месте, то мы употребляем слово «движение». Движение, двигаться. Вот это слово имеет общий корень с другим словом, хорошо известным каждому церковному человеку – подвижник. Мы говорим «подвижник благочестия». Почему же мы называем людей, которые отличаются благочестием, которые работают над самими собой так, как не работают обычно люди, почему мы используем слово, в котором есть этот же корень, что и в слове «движение»? Да потому что подвижник подвигает себя к более высокому уровню духовной жизни. Он двигается. И движение есть необходимейшее измерение духовной жизни человека. Да и вообще, это очень важный показатель развития человеческой личности. Нет движения, происходит застой. А застой означает движение вспять. Это хорошо известно по истории, в том числе и нашего Отечества, когда движения вперед сопровождались потом застоем, отходом на какие-то иные позиции, которые иногда приводили к большим трудностям в политической, в экономической жизни людей. Другими словами, там, где нету движения вперед, там происходит застой или же движение вспять. Вот вспоминая подвижников благочестия, мы свидетельствуем о том, что вся их жизнь была движением вперед и вверх. Вперед по горизонтали, это означает материальное, интеллектуальное и прочее культурное развитие человека, а по вертикали это движение навстречу Богу. И вот очень важно, чтобы наш вектор развития личной жизни, общественной жизни всегда включал в себя эти два измерения: движение вперед к новым свершениям в этой материальной жизни и одновременно движение вверх. Вот по такой линии, которая от нуля идет вправо, на самый верх, туда, к небу, к Богу. Но это непростой путь. Каждый знает, что для того, чтобы достигать каких-то вершин в учебе, в образовании своем, в профессиональной деятельности, нужно непременно напрягать силы. Если же говорить о движении вот туда, в эту вершину, о которой только что было сказано, общество или государство, то требуется напряжение сил и общества, и государства. Но если говорить о церкви, она ведь тоже идет вверх и вперед. А если не идет вверх и вперед, то это означает, что она стоит на месте. А если стоит на месте, значит, превращается в неплодную смоковницу. И поэтому каждый священник, да и каждый ответственный мирянин должны помнить вот об этой линии духовного развития наверх и вперед. И нету никаких оснований нам останавливаться в нашем развитии или тем более топтаться на месте. Потому что каждая эпоха обращает к церкви свои вопрошания
или, как теперь принято говорить, свои вызовы, то есть нечто, что требует ответа от церкви. И вот этот наш ответ на современные проблемы общества, государства, человеческой личности, он должен быть таким, чтобы в результате этого ответа и личность, и общество, и даже государство в той мере, в какой мы способны воздействовать, в том числе и на развитие государства, устремлялись вперед и вверх. Но идти вверх ведь всегда трудно. Но проще же постоять, подышать воздухом, остановиться, водички попить, чем постоянно идти вверх к вершине. А некоторые передохнули и говорят: да хватит, пойду я домой, что тут надламываться. Так вот, очень важно, чтобы в нашем жизненном движении, и личном, и общественном, и в государственном, было непременное и ничем не преоборимое стремление идти вперед и вверх. А почему нельзя только вперед? Если мы говорим о развитии техники, технологий, о комфорте, это куда движение? Вперед, несомненно. Люди обогащаются новыми знаниями, новым опытом, становятся более благополучными, живут в более комфортных условиях. А почему это развитие нельзя связать с движением вверх? А потому что показателем движения вверх есть состояние человека, его души, его нравственной природы. Мы знаем, что человек может превратиться в зверя, и здесь, на этой героической белорусской земле, хранится память о том, как люди превращались в зверей, пытая и мучая, в том числе тех, кто оборонял эту землю от иноземных захватчиков. Человек очень легко может превратиться в зверя. Примеров тому множество. Вот это происходит всякий раз, когда движение человека или общества, или государства не идет по направлению вперед и вверх. А для того, чтобы оно шло вверх, в первую очередь, ведь церковь за это несет ответственность. Это наше слово, наш образ жизни, наше участие в делах людей и в делах народа нашего. Если мы действительно способны, как пастыри, пригласить и увлечь за собой людей по этому восхождению вверх и вперед, тогда действительно церковь становится плодоносящей и добродеющей, потому что вслед за ней, идя по пути, который она предлагает, качественно меняется жизнь человека, общества и государства. Мне пришли в голову эти мысли во время этого богослужения. Я сегодня имел возможность поклониться памяти героям, принести цветы к известному монументу. И вот задал себе вопрос тогда, стоя у этого памятника, что означает вот этот великий подвиг людей, которые жизнь свою отдали за Родину, которые в большинстве ушли в безвестность. Их же имена только Ты, Господи, веси. Он что, не имеет сейчас никакого значения, кроме исторического? Совсем нет. Потому что примеры тех, кто был способен жизнь свою отдать за Отечество свое, являются сильнейшей иллюстрацией того, что означает подвиг. Потому что без вдохновения, без убеждения не могли люди с легкостью отдавать свою жизнь ради того, чтобы кто-то после них жил в мире и благополучии. То был действительно в том числе и духовный подвиг. Вот дай Бог, чтобы мы помнили, что без этого движения вверх и вперед мы не будем благоуспешны
ни в этой жизни, ни для Царствия Божия. Поэтому примеры великих подвижников, тех самых, в наименовании которых этот корень тот же, что и в слове движения, великих подвижников, тех, которые двигались вверх и вперед, по их мыслям, по их молитвам, да устрояется жизнь каждого из нас при нашем активном и сознательном участии. И верим, что в ответ на эти усилия Господь преклонит свою милость каждому и поможет в личной жизни, в семейной жизни, которая нередко тоже является подвигом любви, разделения своих ресурсов с другими, разделения своего времени и своих сил с другими. Точно так же не только в семейной жизни, но и в жизни тех, кто отказался от семьи и полностью посвятил себя служению Господу и Церкви, чтобы и в их жизни непременно вот это самое спасительное движение вперед и вверх реализовывалось через, не убоюсь сказать этого, подвига, который каждый священнослужитель, особенно отказавшийся от всего как бы земного, обязан приносить через свое служение на алтарь божественной правды и милосердия, чтобы по молитвам и трудам милость Божия простиралась на всех тех людей, которыми служит пастырь. И вот да поможет нам всем Господь, и светским людям, начальствующим, и простым труженикам, нам, пастырям, и благочестивому нашему народу помнить о том, что в слове «подвижник» тот же самый корень, который и в другом слове «движение», и что у нашего движения есть конкретная цель – идти к Богу вверх и идти вперед, чтобы помогать другим благополучно и спасительно шествовать по своему жизненному пути. Всех вас, мои дорогие, поздравляю с праздником и очень рад, что Господь меня привел на героическую белорусскую землю, действительно отмеченную великим подвигом нашего народа, вставшего на защиту Отечества в тяжелейшие годы Великой Отечественной войны.